Итак, всем привет на канале Ижмота Столбока. Приветствую парни и девушки, а если быть правильным, наверное, девушки и парни, потому что статистика по каналу показывает, что 68% меня смотрит женский пол. Поэтому вот так вот. Девушки, привет! Вам отдельное спасибо, что смотрите. Если нравится, то я очень доволен. Итак, сегодня речь пойдет о том, что я хочу сделать в ближайшее время. Чтобы у вас было некоторое понимание происходящего на моем канале. На данный момент я хочу вот этот мотоцикл, его собрать и хотя бы немножко покататься на нем, потому что в прошлом году я проехался 100 метров на нем, он там что-то ездил, работал, но все было понятно. Но для того, чтобы ехать, надо хотя бы немножко его привести в порядок, потому что передвигаться по дорогам Москвы, по МКАДу, вы сами понимаете, Здесь вот мне одной рукой не удастся показать, но здесь вот люфт в подшипниках там просто колоссальный, бешеный, там колесо чуть ли не несколько сантиметров ходит. Меня это не сильно интересует, потому что колесо у меня вот тут заднее, другое есть, литой диск, я его буду восстанавливать. Там есть у меня на канале видео о том, что переднее колесо я восстанавливаю, вот там оно ждет уже обувки в покрышке. Покрышки вот такие у меня будут, это фирма Шимка. Не знаю, как будет смотреться, посмотрим вместе с вами. А сейчас в планах поставить двигатель, подключить. Зажигание у меня здесь пока родное, контактное стоит. Будет на канале видео о том, какое я буду делать. Пока еще не решился. Возможно, поставлю микропроцессорное зажигание. Так, дальше. Есть вот этот двигатель у меня, Я пока с ним еще ничего не делал. На канале там есть покупка двигателя Jupiter 6. Я его хочу запустить, вот как он есть, как у человека он стоял. Поэтому я его пока не трогаю. Здесь немножко непонятно с зажиганием. Я сюда просто как начну разбираться со своим двигателем, как отстрою его, как съезжу в ГАИ, у меня останется кулачковое зажигание. И я его сюда поставлю со всеми катушками и прочим, со всей электрикой с того двигателя, и попробуем его запустить. Интересно, что там. Предварительно я, конечно, посмотрел, вроде там дефектов никаких серьезных нет, есть некоторые задиры в цилиндрах, но двигатель в принципе в хорошем состоянии. Есть еще один двигатель, он был как донор, вот здесь его половинки валяются, вот здесь все остальное, цилиндры и так далее. Его я покупал, чтобы взять коленвалы оттуда, потому что с коленвалами была проблема. И вот эти вот коленвалы с сепараторами, с пальцем верхней головки шатуна я переставил в этот двигатель. К слову, у меня с завода были зажаты верхняя головка шатуна, пальцы, и они были посиневшие. Я когда разбирал вот этот двигатель, он с пробегом примерно 5-7 тысяч километров, и пальцы были синие. То есть почему? Да ладно. Дальше вопрос с баками. Баки имеют глухую конкретную ржавчину. Кранчики я даже не пытался прочистить. Там полный атас, я купил 2 новых. Нет, я как бы разобрал их, посмотрел. Будет еще видео, как я избавляюсь от ржавчины в баках. Купил я такую затравочку, сделаю. Вот здесь вот у меня видно, это лимонная кислота. Будем с помощью нее и некоторого еще химического катализатора делать очистку бака. Не знаю, когда я это буду делать. Времени на все не хватает. Примерно так в ближайшее время. Поэтому вилку я пока не буду перебирать. Заменю колеса, поставлю покрышки нормальные, подшипники, передний тормозной диск, поставлю двигатель, аккумуляторный ящик. Он готов. Краска молотковая вот это высохла, прекрасная крепкая краска. Она еще даже не до конца высохла, кстати. Прошло где-то часов 30, но она еще мягко
радиатор, да, подкинем с вами и попробуем заводить. То есть заводка будет в ближайшее время. Но, повторюсь, пока на контактном зажигании, на родном. Ну, меня это вполне устроит. Заодно проверить двигатель, как будет работать после переборки. Конкретно там с коробкой были очень серьезные проблемы. Вот. Ну, посмотрим. Сиденье пока не знаю. Предварительно я вот начал здесь зачищать раму. Покрашу ее, чтобы она не гнила хотя бы за зиму. А в следующем году, возможно, разберу, отдам в порошковую покраску, но это не точно. Потому что вот эта вот бирка, которая здесь находится, она от температуры, скорее всего, краска это вся поплавится. Она здесь... Зеркала тут интересные человек сделал. Это не родные зеркала, это вот хромированные или из нержавейки полированные. Очень гармонично смотрятся. Рукоятки, правда, тоже из нержавейки. Не знаю, осенью я поехал, трындец как холодно. Но когда за руль берешься, такое ощущение, что массивный руль такой прямо удобно. Вот. Ну, пока на этом все, ребят. Так много наговорил. Вот. Что, будем строить? Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Пишите комментарии, что не так, что, может быть, вы хотите увидеть. Потому что все мы люди, все мы ошибаемся. Я не называю себя идеальным человеком, что я все знаю, все умею. Нет, конечно, нет. Человек все не может знать. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал, кому интересно. Будет много видео. Я буду стараться выпускать как можно больше видео за одну неделю. То есть быть предельно с вами в контакте в таком, да. Все, за всем все, ребята. Всех благ вам, всего доброго, девушки, вам отдельный привет.